вышли немножко пройтись, вот ищем место, где бы посидеть. Неправда, неправда, он врет. Мы идем снимать контент, пилить. Мы сейчас будем блогерствовать. Это он делает вид, что вот я тут пошел гулять. Да, мы вот заделались в мрачные блогеры. Почему мрачно? И не знаем, что с этим делать теперь. А почему мрачно? Ну что, мы Потому что такие... мы достаточно позитивные, веселенькие такие, балбес. Такие, на нас посмотрели, такие глазешки. Вот мы сегодня собрались вдвоем, первый раз на моем канале. О чем мы хотели поговорить? Ну ты же хозяин канала, ты и говори. Да, ну вот у нас, мы сейчас шли, пока сюда обсуждали вот такую тему про контент, что периодически все-таки надо было взять эти фильтры, как бы не задуло бы микрофоны, ну ладно. Периодически возникает такой вопрос к себе, что же это мы такое делаем, для чего нам это и кому это вообще нужно. То есть вот ты вот, Кариш, записываешь, да, тоже ведешь свой блог профессиональный. Ну я в Инстаграме веду блог. В Инстаграме. Как языковой тьютер. Но у меня есть миссия. Я хочу найти тех людей, кто хочет разобраться с языком. Это моя миссия. И поэтому у меня как-то вокруг этой миссии строится контент. Я показываю, что мне помогает учить язык, делюсь какими-то своими вещами. И как-то у меня достаточно более-менее понятно. Ну, когда-то я начинала просто так. Я просто писала видео. Да. Просто так. Но при этом ты же там не только на тему твоего профессиональной деятельности, ты очень много делаешь такого контента, который просто про твою жизнь. Да, потому что я считаю, что люди помогающих профессий, они должны показывать свою человеческую сторону. Вот. И так как я тьютер, люди идут... Я являюсь инструментом. И поэтому люди должны знать, что я за инструмент. То есть, как будет со мной работать. Поэтому я думаю, что это очень важная часть, демонстрировать, как ты живешь, кто ты такой. Ну, получается, ты в первую очередь показываешь себя, показывая свою какую-то вот эту жизнь, ты себя продвигаешь как бренд. Ну, я переформулировала. Мне вообще-то не нравится продвигать себя, личный бренд, вот эта вот вся история. Вот. Мне нравится идея, что я ищу людей своих. То есть я ищу свое племя, вот, свою стаю, тех, кому интересны мои методики, тех, кому интересно вот, разбираться с языком, выработать привычку заниматься языком. Вот. Я думаю, что я просто ищу людей, которые созвучны со мной. Вот. А продвигать бренд, ну это мне как-то... Мне это не нравится. А тебе? Тебе нравится вот это вот продвигать бренд? Ну да, то есть, что я личный бренд, что имя это твой бренд или твой. Да, знаешь, как будто бы изначально ты из себя ничего не представляешь. Да. То есть как будто бы вот ты ценности никакой не имеешь. А вот если ты начнешь себя продвигать, вот тогда ты будешь иметь ценность. Вот тогда ты будешь там личный бренд и так далее. Мне кажется, все изначально сами по себе уже бренд. Просто об этом никто не знает, об этом нужно рассказать. Ой, меня кусают. У меня тоже, по мне муравей ползает, вот он. Я думаю, что происходит? Ну вот да, и получается, вот у меня, я сейчас запустил свой личный канал, и я там больше действительно про себя, пока без особой цели. Но вот ты права, я тоже подумал, что это таким образом я могу найти каких-то своих людей в том числе. Тут мы шли, я тебе задавала вопрос, есть ли у тебя такое ощущение, когда ты много что-то делаешь, контента какого-то,
и монтируешь его, снимаешь, придумываешь, там что-то пишешь, и все равно в какой-то момент ты устаешь и как бы немножко так выдыхаешься. Вот в такие моменты у тебя приходит идея, типа, нафиг это все кому-то нужно, типа, и чё? И вот непонятно, какой будет результат, и ради чего я все это делаю. Короче, дурость какая-то. Такое бывает? Да, такое бывает. И что ты с этим делаешь? Ну, у меня опыт небольшой. Ну, то есть именно вот видеоблогерство, у меня опыт буквально 1 неделя. Ну, я, конечно, там вел какие-то Инстаграм и Телеграм, и брал какое-то челленджи такие, что вот пилить каждый день сторис, например, да, ты тоже такое делала. И что тебя сподвигает продолжать? То есть изначально ты берешь такую идею, да, что ты это делаешь не для кого-то, а для себя. Ну, например, чтобы я говорю себе, я хочу научиться говорить на камеру. Если я такой, все, я достиг своей цели, научился говорить на камеру, все, завязываем, я же уже умею. Ну, у меня так и было, между прочим, в России. Я поставила челлендж, чтобы вообще просто спокойно воспринимать себя на видео. И он у меня продлился 50 дней. И я стала спокойно абсолютно себя воспринимать, спокойно записывать видео. И все, цель была поставлена, я ее достигла, и потом стало неинтересно. И я бросила. Да, если бы ты почувствовала к 50-му дню, ну, что вот у тебя цель достигнута, можно продолжить, потому что, там, не знаю, кому-то это тоже еще интересно, например. Может быть, ты продолжила бы, да? Но, знаешь, мне кажется, тут двойственная такая история. Если кому-то там понравится, все-таки заради интереса других людей, ну, такое. Ну, мало ли там, что им нравится. Не, ну классно, если они разделяют твои интересы, а вот так вот, что вот если им понравится, я там буду продолжать. Мне кажется, такое тоже перестанет работать через какое-то время. Ну да, то есть я тут с тобой согласен, что все-таки... Ну, то есть ты превратишься в такого конъюнктурщика, знаешь, там вот людям нравится там, не знаю, какой-нибудь там тренд, да, и ты такой, ой, я его там повторю. А самому-то не очень, знаешь, как это ерунда. Ну, знаешь, так было вроде бы принято, да, что человек запускает свой какой-то проект, там, канал, не знаю что, и его спрашивают, а кто твой зритель? А ты проработал, да? Для кого ты это выпускаешь? А что? Ну, то есть, получается, он должен думать о зрителе, да, то есть... Когда человек хороший, это классно, да? Когда там обаятельный и так далее, но все-таки... Все мы ценны каким-то вкладом другим людям и вообще в общество, и то есть какие мы в целом специалисты чего-то. И, конечно, нужно думать то, что ты даешь другим людям. Ты не то, что вот кто он такой, кому там я буду снимать, да, а что я могу дать, вот, и начинаешь давать, и не так давать, что вот, что бы такого дать, чтобы потом с этого получить денег много, да, а ты такой, у меня вот такие вот идеи, я там сейчас там поделюсь со всеми, я всем там расскажу, и тебя прет. У тебя прет, и хочешь вот прям поделиться. Да, и вот такое вообще классно работает, прям суперски. Ну вот, и вот здесь как бы и возникает вот этот вот момент сомнений, почему ты выгораешь. Ты сидишь, рассказываешь на камеру, потом на себя смотришь, такой думаешь, ну ты как бы вроде не для этого, ты практикуешь просто, ну вот я, например, я рассказываю на разные темы, но в момент вот этого сомнений ты такой, да что я, специалист что ли вот по этому вопросу? Ну вот мы с тобой вот сейчас вот говорим на эту тему. Это называется тук-тук, синдром самозванца. Да, что мы с тобой, специалисты? Я тут недавно видела рилс, там по продвижению. Садится девушка и такая, типа, синдром самозванца, пошел в жопу, и начинает рассказывать. Я такой, вот можно вот так вот говорить, например. Слушай, ну здесь очень хорошо помогают плохие примеры. То есть популярные люди, популярные какие-то блогеры, несущие совершеннейшую какую-то чухню. И они популярны. И ты понимаешь, что, ну вот же. Это не к тому, что ты тоже должен какую-то фигню нести, а к тому, что все имеет свою аудиторию, абсолютно все.
У меня был такой тоже опыт. Я где-то году в 2017 очень сильно, ну вот после всяких путешествий, хотел про это снимать фильмы. Хотел завести свой канал. И там один человек мне сказал, это нужно там не просто так, это надо подумать, кто твой зритель, кто-то это там срежиссировать все там, вот, и так далее, и так далее. И потом я уже обратил внимание, что ну, на тот момент еще, видимо, их не так много было, и потом куча блогеров, которые вот просто делали вообще, что хотели, все подряд, и вообще не думали, кто их будет смотреть, зачем это все надо. Вот просто вот делали то, что им нравится. Вообще все люди, они идут на какую-то энергию, на какой-то вайб, да? Вот тебе нравится чей-то вайб, и ты с удовольствием смотришь. Вот есть там, в общем, один блогер, который просто вот так вот, ну, там, с вытянутой руки снимает там всю свою жизнь. Никакого монтажа, никаких постановочных видео, но все его видео с позиции, как будто бы он разговаривает со своим близким другом. Вот. И все, кто его смотрит, они себя ощущают причастными к его жизни. Ну, это И он качок, он там, у него жизнь такая, ну, как бы не сказать, что супер-пупер. Ну, это так доверительно, он так и... Да, и вот он вот сел в машину, поехал, вот я еду, там, вот там пошел, купил себе там куриные грудки, там, вот сегодня я там... И у него очень много подписчиков, потому что людям нравится быть причастными к этому размеренному образу жизни. Так, кто-то Так, мне звонит. кто-то звонит, секундочку. Так о чем мы? Ну, про то, что на любой контент найдется свой потребитель. Да. В мире там 7 миллиардов 8 людей. И мне кажется, и тут ценность вообще, я считаю на самом деле, самая большая ценность это в искренности. И честности. Вот в искренности и честности. Вот это самая большая ценность. Потому что красивого контента в море. Море. Всякого монтажа, перемонтажа дофига. Искусственный интеллект такую красоту там сотворяет тоже. А вот человечности, вот прям людей, таких со своими недостатками, со всем этим, таких открытых, милых, приятных, или наоборот, каких-то хулиганистых, или, ну, каких-то вот органичных очень. Их не так много. Мы вот тут живем в эмиграции, и нам очень тяжело вообще. Вот, это же искренне. Да, мы 2 года молчали, а сейчас мы всем все расскажем. Ну да, просто ты не в ресурсе. Да. Тебе и так плохо, тебе еще нужно быть уязвимым на камеру и рассказывать о том, а потом тебе будут прилетать какие-нибудь комментарии, типа... А что вы хотели? А нефиг было из России уезжать. Ну, в общем, что по итогу? Если ты поставил себе цель... Солнце садится, быстрее! Выпускать видео там, раз в день, раз в неделю, раз в месяц. Просто надо исследовать. И надо исследовать, надо пробовать. Исследовать. Себя. Исследовать, пробовать. Свою тему. Что тебе нравится. Потом снимать, смотреть, как это получается, как тебе самому это заходит, а не ждать. Вот у меня 40 лайков, да? Не думать об этом. Не, об этом вообще не думать, потому что если об этом думать, можно как бы выгореть. И если на что-то рассчитывать, это, знаешь, такое, ты будешь на игле реакций. Там. Реакции нет, и значит, фуфло, да? Реакции есть, значит, хорошо. А ты-то сам что считаешь? Тогда тебе придется хайповать, что-то там, быть в конъюнктуре. Там. Да, всякие придумывать эти, как они называются, хуки, да, вот это вот, чтобы... Кому-то, может, нравится искать такие темы, и искать эти хуки, знаешь, как рыбу ловить, да? Поймать больше любопытствующих, да? Вот. А если я вот так вот сделаю, сколько народу придет? Может, это тоже способ, тоже метод. Главное найти свой. Нет плохих методов, есть свой, который тебе удовольствие приносит, и все. Можно танцевать, если кому-то нравится, можно готовить, кому-то нравится, можно всякую хинею нести. Да. Вот, но весело, энергично, харизматично. Наверное, все. Да, сейчас уже посыпется картинка. Бегуны побежали. Темно, и картинка посыпется. Так
собака смешно лежит, такая легла, морд и... Да.